Я рекомендую сначала провести увеличение губ и потом только выбирать профессионала перманента. Все мои пациенты знают, что мы никогда не будем перекалывать. Мой муж, конечно же, пользуется процедурами. Один раз посередине чистки он встал, сказал: я ухожу. Нужно понимать, что косметология — это не только про красоту и про губы или скулы. Важно понимать, что мы лечим кожу тоже. Всем привет, меня зовут Нина Заславская. Сегодня я в гостях у прекрасного врача, косметолога, шефа. Шеф, расскажи про себя. Меня зовут Шефа. Я врач-дерматовенеролог, косметолог, тренер различных компаний. Это Ipsen, французская компания. Всем известная продукция своей Диспорт. В прошлом я была тренером еще Аллергана, это Ювидерм, то, что мы все любим. Вот. Шеф, расскажи, пожалуйста, какие чаще всего процедуры делают у тебя в клинике? Тут далеко ходить не надо, да. На самом деле востребованные процедуры, наверное, последних, не знаю, десятилетий, наверное, даже если не больше, это губы. И с каждым днем это все более популярнее среди молодежи. Если мы с тобой в 18 лет думали, как сдать там экзамены и пойти дальше, то сейчас девочке исполняется 18, и она уже хочет провести процедуру. То есть до 18 лет мы не берем девочек, если только там она придет с мамой. Бывает такое, с мамами приходят? Или с какой-то там асимметрией природной? Да, конечно. Кстати, хотела спросить, вот бывают у вас такие клиенты с заячьей губой? Потому что ко мне частенько они приходят и просят выровнять контур перманентом. Конечно, это возможно сделать, но я всегда задумываюсь о том, как бы было бы здорово сначала подколоть равномерненько, чтобы они были припухлые, а потом уже уложить перманент. Вот что сделать с такими клиентами, как ты считаешь? Вот первый вопрос, что есть ли такие у нас пациенты? Да, есть, но я не скажу, что их много. Возможно, ну я, конечно, это не сильно в мою сферу, но я думаю, что это можно и хирургическими путями сначала попробовать. Есть пациенты, которые прошли через хирургию, да, несколько этапов. Там шрам такой некрасивый. Да, ну шрам вот вы перекроете, дамочка. Шрам это ко мне, если что. Да, вот. Я считаю, что да, сначала лучше сделать, и даже если не заячьи, а просто с какими-то проблемами обращаются к вам, да и просто я считаю, что сначала лучше провести контурную пластику губ, аугментацию губ. Почему? Потому что когда вы наносите пигмент, да, краску условно, вы, получается же, у вас есть тоже правила, по которым вы по регламенту действуете, так скажем. И вы, например, если есть существующие там одна половина круглая, другая острая, ну вы вынуждены там чуть-чуть, да, либо выйти, да, либо это вы наоборот это оставите, так как у вас есть строгий регламент, да, но это смотря какой мастер. И потом, когда девочки приходят к нам за процедурой, мы, даже если постараемся это выровнять, она не всегда будет более четкой, как я бы, например, сделала бы до перманента. Почему? Потому что все смотрят все равно на цвет, на нарисованный пигмент. Поэтому я рекомендую сначала провести увеличение губ, выбирать врача, конечно, профессионала, и потом только выбирать профессионала перманента, мастера перманента. Кстати, очень круто делает губы. Вот, мои губы, ее работа тоже. Она у нас очень популярна. Но смотри, я с тобой полностью на самом деле, да, согласна, что если какая-то сильная асимметрия, то мастеру, ну, куда вообще бежать, конечно, приходится выходить за контур, и когда выходишь за контур, конечно, работаешь на коже лица, она и по структуре другая, и по цвету, и ложится по-другому, где-то ярче, где-то светлее, смотрится вообще отвратительно. Поэтому я согласна, что, конечно, лучше сначала подколоть, выровнять, они припухшие опять припухлые будут, вот, и уже красиво вывести форму. Но вот смотри, кто-то считает, что так как пигмент держится дольше, чем инъекции, то сначала лучше уложить пигмент, якобы выровнять по максимуму асимметрию, а потом уже подколоть, потому что если идти в обратном порядке, сначала подколоть, а потом красиво форму нарисовать, если, допустим, клиент не будет дальше продолжать и колоть губки, они опять у него сдуются и подчеркнется еще эта асимметрия. Вот как быть в таком случае? Ну, ты знаешь, на самом деле это нормально, я считаю, что она может прийти и подколоть там минимальный объем 0,55 наш, который существует, да, то есть если все-таки считать, что пигмент дольше держится, чем препарат, но это не у всех, то есть тут, наверное, все равно там есть смотря индивидуальный, как уложишь, конечно.
Я считаю, что это не самый важный фактор, на который нужно обращать внимание, что быстрее уйдет. Я считаю, что важен результат. И если мы, например, проведем все-таки губы, потом вы сделаете перманент, да, с выдержанием вот этого интервального. Там месяц, да. И потом, спустя 1,5 месяца, мы ведь можем повторно провести процедуру. То есть я считаю, что можно закрепить, так скажем, все, что она проделала, и будет классный, долгий, стойкий эффект и перманента, и губ. Да, вот, наконец-то мы раскрыли этот вопрос, потому что я знаю, что многих он волнует, что же делать в начале. И я считаю, что вам легче набивать не на пустые губы. Да, я тоже согласна. Вот, и фотография красивая, потом сочных губ. Поэтому лучше сначала делайте, девочки, губы, а потом идите к Нине Заславской в студию за перманентом. Ну, я считаю, что это лучше. Смотри, а вот что касается, допустим, ботокса, диспорта. Кстати, расскажи, ботокс и диспорт, я тоже знаю, многих волнует, и я в свое время тоже так, что мне лучше сделать, ботокс или диспорт? В чем отличие, что лучше? На самом деле, вот мы с тобой до этого разговаривали, что самой частой процедурой или процедурой, которая дает эффект сразу, и все-таки остается ботулинотерапия. Почему? Потому что эффект заметен практически в течение недели-двух, мы выдерживаем 2 недели всегда. Вот, то есть все-таки, если брать процедуры в косметологии, то хороший эффект, лифтинг можно получить с помощью ботулинотерапии. То есть, что касается верхней трети, нижней также можно провести full face. В общем, если брать всю ботулинотерапию, все нейропротеины, которые мы используем для расслабления мышц, то значимого отличия на самом деле нет. Вот. Тут отличие производителей, марки, все бренды, то есть везде все привыкли называть одним словом ботокс, ну так легче, видимо, запоминается. Ботокс — это торговое название как раз аллергана, который выпускает Вивидерма. А все остальное, вот диспорт, ксиамины, их очень много. Есть сейчас российские, кстати. И как они? Они хорошие, то есть есть те, которые имеют лицензии, да, сертификация должна, есть те, которые, к сожалению, не проходят. Кстати, мне рассказывала, извини, перебила, одна клиентка, что у нее вообще никак не вставал ботокс, и ни диспорт, ничего, и она сходила к косметологу, уколола какой-то корейский препарат, нелицензированный, и она говорит, у меня стоит уже целый год. Но это не очень хорошо. Если брать нелицензионные корейские препараты, он держится как раз-таки потому, что в норме, конечно, в норме препарат должен выводиться. В норме препараты должны биодеградироваться, Нин. То есть наш организм умный, он все равно будет его выводить. Если же препарат некачественный, он будет фиброзироваться и сидеть дольше за счет того, что он как раз-таки некачественный и неправильно сшит. То есть вся гиалуронка не хорошего качества. Так получается, что по поводу ботокса разницы сильной нет. Тут вы выбираете то, что, например, попробовали. Ну, есть мнение, так как мы практикуем уже много лет, мы можем сказать, например, ксиамин сидит столько-то месяцев, подходит для молодой кожи и все такое. То есть мы подбираем по возрастным. Ботокс самый мощный. Ну, нет такого мощный. Тут все зависит от врача. Я могу, знаешь, иксиамин поставить в убойной дозе, и будет очень мощно. Все-таки все зависит от врача, от дозировок. Ну, все-таки мы должны сами к этому приходить, не по выбору пациентов или там, что она захочет. Все-таки лучше полагаться на профессионала, у нас опыта больше, мы будем лучше видеть все. Согласна, а то есть такие клиенты, они сами знают, что ему надо. Да, лучше не вестись на поводу у пациента, потому что результат их не будет радовать. Так как если вот, например, бывает такое, что ты все-таки говоришь, ну ладно, я сделаю, как ты хочешь, там, дорогая, хорошо. И все равно потом понимаешь, что, блин, надо было делать. Да, так, у меня тоже такое бывает, когда уговаривают, а потом думаешь, эх, повелась. Шеф, расскажи, можно ли омолодиться с помощью инъекций, косметологических процедур? Или что вообще ты посоветуешь для омоложения? Самый актуальный вопрос. Можно ли омолодиться на 10 лет, да? Да, самый актуальный тоже вопрос, на 10. Ну, лучше на 20. Ну, на самом деле все процедуры в косметологии дадут омолаживающий эффект. В принципе, на этом и запрос состоит, да, пациентов. Я честно скажу, что можно омолодиться с помощью процедур на 5-7 лет точно, если это делать систематично. То есть многие думают, что вот я сделал один раз, и не получив тот самый ожидаемый эффект, они прекращают делать процедуры. Например, там популярная базовая процедура биоревитализации, которую делает каждая девушка. Они проводят ее один раз.
И, ну, что эффект я не поняла, ничего я не увидела, и, к сожалению, перестают ходить. Тут нужно понимать, что все даст труд систематично. Возьмем спортзал, к примеру. Мы же для того, чтобы получить тело, вы же не ходите один раз. Это то же самое. Работа над кожей очень важна. У вас кожа получает огромное количество разных внешних факторов, перелеты. Вот ты сама сколько летаешь? Да. Косметику, которую вы наносите, да, декоративную. Если ты хочешь выглядеть все-таки моложе и ждешь действительно результатов хороших от процедур, которые ты проводишь, нужно это делать всегда систематично. То есть это залог только успеха. Кожа – самый большой орган у человека и требует огромного вложения, пусть будет ухода особенного, грамотного. То есть нужно всегда знать свой протокол лечения, даже если это касается акне и прочего. А как ты считаешь, лучше в комплексе, допустим, сочетать какие-то инъекции с аппаратной косметологией? Что вообще эффективно? Сейчас очень, я знаю, популярна аппаратная именно косметология. Расскажи, пожалуйста. Классный вопрос, Нин. На самом деле очень-очень тревожный такой вопрос, потому что сейчас в ногу со временем идут и аппаратки, и инъекции не уступают, так как вот мы говорили про губы тоже, да. То есть смотри, получается, если мы проводим в комплексе, будет классный всегда результат, но тут самая суть именно в реабилитации. Если от инъекции реабилитации короткие, и мы видим результат сразу, то в аппаратке немножко нужно подождать, потому что они все-таки результат дают чуть позже, то есть это, возможно, месяц и более. Вот. Из частых процедур это сейчас вот, микроигольчатый РФ лифтинг, который достаточно успешно в результатах и пользуется популярностью. И у Ким Кардашьян, например, все пользуются именно Morpheus 8. Это топ из всех топов. Мне тоже Приходи, надо, а что ты не говорила про него? 30+, показания 30+. Ну, мне пора. Я себе тоже сделала. Вот так вот, А короче. это больно? Все терпимо, Ниночка. Я приду. Все сделается с анестезией. Нету... Сейчас мы снимем, и ты мне сразу запишешь. Хорошо. Нету процедуры, это самый, кстати, тоже важный вопрос. Больно каждый раз, в день по несколько раз мы слышим от девчонок и женщин в кабинете больно. Но на самом деле нету процедур, которые не выдержит женщина, я считаю, извините, мужской пол. Вот. Потому что, в принципе, женщины терпеливее ко всему, но и все процедуры сейчас проводятся с хорошими анестетиками. Еще очень актуальный вопрос, который и меня волнует, и всех. Ты уже чувствуешь, про что я? И я знаю наших подписчиков тоже, это гранулы Фордайса, потому что мы в своей работе мастера перманентного макияжа очень часто с ними сталкиваемся, и ходит такое поверье, что они появляются от инъекции. Правда ли это? Ну, неправда. Конечно, я считаю, что это миф, потому что я верю сильно в это, так как гранулы Фордайса, по сути, это как поры на лице, где вырабатываются сальные железы. На губах они почему становятся ярче? Потому что наполнитель, который мы вводим, как растягивается, как шарик надувается. И вы их начинается видеть ярче, то есть нету такого, чтобы они из-за геля появились. И все равно у вас есть прекрасная возможность прийти на перманентный макияж и перекрыть гранулы Фордайса. Да, но они не лечатся ни скрабами, ни какими-то там Потому маслами. что у некоторых девчонок настолько их много, как налет, прям, ну понимаешь, о чем я говорю. И они ведь приходят уже с этим налетом, то есть вот как раз-таки где таится ответ. Не бывает такого, чтобы мы спровоцировали это. Ну, я считаю, что это не из-за геля. Вопросик закрыт. Значит, просто перекрываем эти гранулы перманентом, они, кстати, прекрасно... Рекламочка. Они прекрасно реально закрашиваются, потому что у меня тоже они есть. Я перманентом перекрыла. Вот, приходи. Вот давай, рассказывай. Я очень хочу прийти на перманент. Девочки, которые боятся, что цвет не понравится или будет сильно яркий, так как я и так сама темные брови, волосы. Я считаю, что если будет перманент, он будет бросаться яркий в глаза. Какой-то и такой броский, и будет наоборот. Да, я не люблю вот этот Вот у тебя такой нежный образ, согласитесь, да? Напишите в комментариях, какая она. Прям мне очень нравится ее внешность. И такие нежные губки, тебе ни в коем случае не надо какого-то такого бабкиного малинового рта. Ты знаешь, я представила, это ужасно бы выглядело. Вот, тебе нужно что-то такое нюдовое, прям, может, буквально на тон ярче, чем у тебя, но
Ни в коем случае не ярко. Слушай, хотела тебе тоже задать такой вопрос, потому что меня постоянно мои клиенты и мучают, и они спрашивают, делаете ли вы сами себе брови, а может губы, вы уже сами себе делаете перманент? Вот как ты сама себе делаешь губы, колешь, там, биоревитализацию? Расскажи. Спрашивают, на самом деле, Нин, так же, как и тебе, наверное, что... Ну, возможно, они думают, что мы не доверимся, я так считаю, с какой целью они спрашивают, что мы не доверимся, так как сами в этом давно и классно проводим все процедуры, да, то есть мы действительно профессионалы с тобой. И они думают, что я делаю сама себе. Ну, конечно же, нет. Это нужно иметь столько, не то что даже силы воли, а бесстрашно смотреть на иглу и колоть. Одно дело сделать инъекцию, извиняюсь, внутримышечно ягодицу, а другое дело провести там иглой по лицу, попасть правильно в мышцу. Ну да, это не то, что неправильно. Возможно, это нормально, но я считаю, что нужно психологически к этому еще быть готовы. Но мое мнение, что это неправильно. Почему? Потому что, например, если мы колем губы, сама себе я буду колоть губы, я считаю, что я провалюсь не в тот слой, и, естественно, будут осложнения. Плюс это будет некрасивая форма. Потому что нашими глазами мы сильно свою симметрию там, как правило, не видим. Да, и на фото искажает совершенно. Вот. И я считаю, что это вообще априори неправильно. Мне процедуры проводят доктора нашей же клиники. Я была у всех, также и мама. Но ты докапываешься до них вот так зеркалом? Нет, неправильно, не туда. Не докапываюсь, но чуть-чуть контролирую. В плане, у меня тоже так же. Я ведь знаю, куда я хотела бы себе поставить, там, например, тот или иной препарат, да, но я могу подсказать. А так полностью с доверием ложусь, также и... Ну, у тебя крутые специалисты. Я же не сразу к тебе попала, у тебя там запись, я не знаю, как у меня тоже. Да, и мне очень понравилась девочка. Спасибо, очень приятно. Все мои пациенты знают, что мы никогда не будем перекалывать. Наоборот, они могут прийти и уйти без процедур, и я им ничего не проведу. То есть я все-таки за честный знак, потому что... Это очень важно. Да, это важно. Клиенты это чувствуют, когда ты честно подходишь. То есть вот этот вот современный мир, к сожалению, не все могут так правильно работать, что ли, честно работать. Да, но это может быть отдельная тема для разговора. Это вообще, я знаю, просто у нас тоже такое сейчас, вот эти все менторы, тренера учат, пропихай по максимуму все. Вот к тебе клиент, пришел, ты ему там втюхай то, сё, а смысл как бы это продавать, когда клиенту это не нужно. Слушай, по поводу клиентов, вот да, женщины, понятно, к тебе ходят, а мужчина приходит на инъекции. Я думаю, в современном мире, да, они уже как-то более лояльно к этому начали относиться, но не все. Вот я скажу по своему мужу, ему сказать, иди-ка подколи себе лоб, хотя я ему так говорила, такой, ты чё вообще, какой лоб, у меня все красиво. Ну, популярно. На самом деле у европейцев более популярнее это все. То есть были спикеры на конгрессах, где выступает тоже он и пластический хирург, и косметолог. Вот в Турции, в Эмиратах и в Европе очень популярны косметологи-мужчины, они, как правило, еще и пластические хирурги сами. И выглядят они, конечно, как кены. Если я тебе покажу фотку одного спикера, ты поймешь. Но все-таки есть разные мужчины. Смотря с какой целью, наверное, еще это все проводится. Я тоже не буду далеко ходить. Мой муж, конечно же, пользуется процедурами, он пользуется услугами косметологов. И в моем случае и я могу провести. Конечно, ему удобно. И он к девочкам тоже ходит. Например, процедуры, которые на самом деле для поддержания кожи, так скажем, ресурс. И как он терпит? Продлить ресурс кожи. Следующий вытекающий вопрос. Да, терпит так, что мы говорим, что мы все проведем с анестезией, это не больно, это что уж вообще, ну как бы, мы-то терпим. И потом так, да, мы его быстро-быстро колем. На самом деле, один раз после чистки, посередине чистки он встал, сказал, я ухожу. Мы говорим, мы вообще-то тебе не закончили, ляг, пожалуйста. Такое тоже было. Но сейчас наоборот, вы знаешь, когда уже он попробовал один раз, первое время не было комфортно вот это вот, то, что у него неподвижный лоб, что он не может нахмуриться. Ну, видимо, вот это вот мужское внутри у него боролось. Когда эффект отпустил, и он понял, что все-таки лучше ходить без морщинки межбровки и не хмуриться на солнце, намного лучше, знаешь, загар с двумя белыми полосками. Это вообще не красит нисколько.
Поэтому пользуются. Еще очень важно, хочу сказать, что мужчины чаще всего ходят как раз-таки на ботулинотерапию. Это лечение гипергидроза, когда повышено потоотделение. То есть нужно понимать, что косметология это не только про красоту и про губы или скулы. Важно понимать, что мы лечим кожу тоже. Это касается что вот и гипергидроза, и также и лица. То есть есть очень много мужчин и парней, которые мучаются акне и прочее. То есть косметология не всегда про красоту. Вот, то есть нужно понимать, что это про здоровье. И, безусловно, в комплексе, потому что многие мужчины принимают дополнительные БАДы, например, когда занимаются в спортзалах, это все вызывает им тоже и угри, и прочее, прочее. То есть всегда в комплексе, обязательно нужно смотреть все в комплексе. Шеф, расскажи, а вы оказываете какие-то благотворительные процедуры? Потому что вот, например, у меня в салоне мы делаем брови, восстанавливаем людям с аллопецией. Я, кстати, знаю, что у тебя в клинике как раз пересадка волос, да, производится. Расскажи вот про эту тему тоже. Я думаю, всем будет интересно послушать. Наверное, да, интересно, потому что сейчас все стараются усовершенствоваться, улучшить, да, качество жизни. По поводу благотворительности, это делаю я всегда. Мы записываем таких пациентов ко мне. Это могут быть и с инвалидностью пациенты. Я это даже не называю благотворительностью, я делаю чисто от сердца. Прям, чтобы у нас было благотворительность. Согласись, когда отдаешь, к тебе и больше возвращается. Конечно. Тебя не проклинают, там, а тебе желают добра, конечно, и это реально очень работает. А касаемо второго вопроса, сейчас очень тоже популярно направление медицинского туризма. У нас есть представителями клиник с-за рубежа, например, это Турция, самая доступная и самая лояльная, которая относится к России, то есть без визовых, мы это все знаем, поэтому мы начали с Турции. У нас контракты с клиниками в Стамбуле и в Анкаре. Какая ты молодец вообще, это очень актуально. Да, идея на самом деле подал муж, ну ладно, я молодец. Вот. Получается, они приезжают на определенный срок, то есть это максимум 7-10 дней, и уже под запись пациентов. И, как правило, это и мужчины, они пересаживают бороды, брови, волосы. Откуда пересаживают? Самые популярные места? Это донорская зона. Она, как правило, с затылка, потому что аллопеция всегда начинается с передней части, то есть это гендерная тоже аллопеция, то есть по наследственной линии. Я, кстати, слышала, кто-то из подмышек пересаживает. Это надо спросить у врача. Не знаю. И с аллопецией, как правило, тоже обращаются. То есть это и вот онкобольные. Ли с аллопецией? В практике у врача он сказал, конечно же, да. То есть он уже много лет практикует, у него стаж более 20 лет. То есть это, дедулечки наши хирурги. И они приезжают со своей командой. А у них тоже огромные клиники в Стамбуле, у них есть и хирургия, и косметология. Вот как я говорила, у них в частности косметолог, он тут же и хирург, и заканчивают они также. Вот, поэтому у них опыт в этом, то есть я, может, не сильно компетентна просто в ответе, но я считаю, что можно полагаться и довериться, и будет комфортнее проводить у себя в стране. Почему из плюсов я могу назвать это в цене, безусловно, выигрыш идет большой. Плюс и язык, и ты у себя дома. То есть самое важное, когда ты у себя дома находишься и реабилитируешься в своей квартире. А реабилитация вообще долгая? Нет, после пересадки? Недолго, это максимум 2 недели. Вот, первые 3 дня это спадает корочка, там на 7-10 день можно уже, то есть мы рассказываем все как... Слушай, это очень круто, очень актуально, потому что мало кто этим занимается, а людей с такими проблемами очень много, потому что я как начала работать в волосковой технике, ко мне прям даже с разных стран приезжают, чтобы именно волоски уложить, нарисовать. Но живые волоски, конечно, ничего не заменят. Кстати, они еще тоже говорят, что если вы хотите придать густоты, кожу головы же тоже вы можете точечки такие Да, рисовать. это трихопигментация называется. Вот. То есть они совместно, если все-таки донорская зона маленькая, то есть графтов будет, например, не столько, сколько бы хотелось, то можно добивать вот этими способами. Вперемешку, да? Да. Видишь, у нас сколько с тобой пересечений, почему мы раньше не познакомились? Давай откроемся в Дубае. Давай, я за. Скоро ждите. Открытие. Я думаю, у нас очень интересный разговор получился. Да, вообще, спасибо тебе огромное за интервью. Спасибо. Вообще все так на лайте прошло. Да. И напишите, пожалуйста, нам комментарии, мы будем очень признательны, мы любим читать комментарии.
Спасибо тебе огромное, Тебе дорогая. спасибо. Прям вообще все разложила по полочкам Спасибо. и закрыла все самые Увидимся актуальные еще. вопросы. На процедурах. Обязательно, я сейчас к тебе запишусь. Хорошо. Ну а мы увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. Пока.